DeepSeek обрушил американский рынок акций на $1 триллион. Тихая революция эфириум. Мошенники и токен Трамп. Дочь президента США угрожает создателям токена Иванка судом. Вы на Криптору. И это 7-й криптоскандальный выпуск. Подпишитесь и поставьте лайк. Оставайтесь с нами. Представьте, что за один день из мировой экономики исчезает $1 триллион. Как такое возможно? Виновник – китайский ИИ DeepSeek, стартап, который уронил миллиардные компании всего за 6 миллионов. Как? Сейчас разберемся. DeepSeek – это новая открытая модель искусственного интеллекта. За ее разработкой стоит команда из 200 человек, а бюджет составил смешные $6 миллионов. И знаете что? Она работает на обычных смартфонах, без серверов, без дорогих видеокарт. Тем временем американские гиганты вроде OpenAI тратят миллиарды, чтобы создать свои цифровые мозги, а китайцы показывают: «Эй, ребята, можно дешевле!» Рынок в шоке. Nvidia теряет почти $600 миллиардов. NASDAQ падает на 5%. Крипта летит вниз. Даже биткоин в моменте опустился ниже 100 тысяч. Американский ИИ теперь смотрит на DeepSeek как двоечник на отличника, который сделал домашку за 5 минут. А сам Сэм Альтман, глава OpenAI, заявил: «Да, модель DeepSeek впечатляет, но мы сделаем лучше». Конечно, сделаете. Только не забудьте еще пару миллиардов потратить, Сэм. Но это не только про деньги, это про будущее технологий. DeepSeek демонстрирует: больше не нужны мощные серверы и огромные инвестиции. А еще у них открытый код. Теперь любой энтузиаст может скачать эту штуку и начать творить чудеса. Для американских компаний это как гром среди ясного неба. Трамп даже выступил с заявлением: «Выпуск DeepSeek должен стать сигналом для нашей промышленности. Нам нужно сосредоточиться на конкуренции». Что это значит для всех нас? С одной стороны, мы стоим на пороге технологической революции, где каждый сможет пользоваться мощным ИИ без затрат. С другой, готовы ли гиганты индустрии к такому удару? А что вы думаете? Это гениальный прорыв или начало конца американских технологий? Пишите в комментариях. Многие думают, что эфириум застыл, что его единственная роль – быть криптовалютой. Но за кулисами разворачивается настоящая революция, и о ней никто не говорит. Это не про цену, это про глобальные изменения, которые навсегда изменят наше представление о деньгах и технологиях. Центральные банки уже рассматривают эфириум как основу для цифровых валют. CBDC. Недавние слухи подтвердились. Европа и еще несколько стран проводят пилотные проекты, основанные на его технологии. Если CBDC будут работать через эфириум, спрос на эфир, как на газ, вырастет до невероятных высот. Представьте, что транзакции всех банковских систем пойдут через эту сеть. Это не просто тренд, это фундаментальное изменение финансового мира. В то же время крупные игроки, корпорации и фонды активно скупают эфир. Не через биржи, а через OTC-сделки, которые остаются незаметными для большинства. Эти адреса связаны с известными компаниями. Они знают то, что мы с вами узнаем только через несколько месяцев или лет. И это еще не все. Ethereum Foundation работает с такими гигантами, как Visa, MasterCard и JP Morgan. Их цель – сделать Ethereum основной платформой для смарт-контрактов в традиционных финансах. Как только эта информация станет публичной, цена эфира упадет на второй план, потому что его роль в глобальной экономике станет главной темой. Мы только привыкли к Layer 2, но разработчики уже говорят о Layer 3. Это слой, который позволит создавать полностью изолированные приложения, например, для гейминга или корпоративных решений. Имеет огромную пропускную способность и использует основную сеть Ethereum. А как насчет Web3? Ethereum уже становится основой интернета будущего. Эфир – это топливо для децентрализованных приложений, социальных сетей и даже вашей цифровой идентичности. Сегодняшняя его цена никак не отражает его реальной ценности. За кулисами создается новая реальность, где эфириум – это основа всего цифрового мира. Тихая революция уже началась, вопрос только в одном – готовы ли вы к ней?
Когда ажиотаж становится ловушкой, запуск мемкоина Трамп в январе не просто привлек внимание криптосообщества, но и открыл ящик Пандоры. За 48 часов рыночная капитализация токена достигла 72 миллиардов долларов. А вслед за этим начался настоящий хаос. Токен задумывался как символ поддержки идей и ценностей, с которыми ассоциируется президент США. Реклама, сделанная на платформе X, вызвала волну интереса, и тысячи людей поспешили купить Трамп. Но там, где есть интерес публики, всегда появляются и мошенники. Аналитики из израильской компании Blockade отмечают, что буквально за несколько часов рынок заполнили поддельные токены и фейковые приложения. В первый день после запуска Трамп число токенов с аналогичным названием выросло на 206%, до 6800 единиц. Мошенники создавали поддельные активы, копируя имя и символику мемкоина, чтобы обмануть доверчивых инвесторов. Ситуация усугубилась на следующий день. Появилось более 90 фейковых децентрализованных приложений, которые выдавали себя за официальные платформы, заманивая пользователей ложными обещаниями и привлекательными акциями. Более того, на рынке стали появляться токены, связанные с именами членов семьи Трампа. Создавалась иллюзия целой сети активов, якобы связанных с брендом Трамп, что добавляло путаницы и привлекало еще больше неопытных инвесторов. Особенно сильный всплеск поддельных токенов наблюдался в сети Solana, но и Ethereum, одна из самых надежных сетей, не избежала наплыва мошенников. Эксперты из Blockade подчеркивают, что в условиях децентрализации пользователи оказываются в двойной ловушке. С одной стороны, они получают свободу действий, а с другой сталкиваются с отсутствием механизмов защиты. Запуск Трамп стал лакмусовой бумажкой для крипторынка. Мир децентрализации по-прежнему манит свободой, но требует от каждого инвестора внимательности и критического мышления. Цена ошибки здесь высока. Иванка Трамп, дочь Дональда Трампа, категорически отрицает любую связь с криптовалютным проектом Иванка, который стремится нажиться на ее имени. В своем посте в одном из соцсетей она выступила с жестким заявлением. «Хочу прояснить, я не имею никакого отношения к этому токену. Этот поддельный коин – попытка ввести людей в заблуждение и обмануть их». Она назвала продвижение криптовалюты под ее именем обманным, неприемлемым и эксплуататорским. Проект Иванка, появившийся недавно, активно использует известное имя для привлечения внимания покупателей. Однако селебрити недвусмысленно дала понять, что не собирается оставлять этот инцидент без ответа. Ее юридическая команда уже начала разбирательство, чтобы остановить злоупотребление известным именем. На этом все. Смотрите прошлый выпуск «Криптоскандалов», в котором мы рассказываем про банан за 6 миллионов, тайну создателя биткоина, Бонни и Клайда в криптомире. Пока!